Всем привет, меня зовут Сергей Нелло, и вы на канале Не Ноль. Я думаю, всем подписчикам моего канала очень хорошо знаком этот проект с 4 турбинами. И, в общем-то, я его собирал и собрал, и запустил уже в предыдущей серии. И все компоненты, им по 15-10 лет, они пролежали в гараже все это время. И на первый взгляд, я думаю, мало кто обнаружит что-то здесь не новое. Ну и секрет всего этого прост. Каждый узел, каждый компонент, каждую детальку этого мотора я отмывал в гидроабразивной установке или аквабластинге. И вот теперь это все выглядит, я думаю, даже краше, чем новое. По крайней мере, вот такие чугунные шестеренки никогда с завода такими красивыми не были, как и другие компоненты. Каждую турбину, каждый пайп перед сваркой, после сварки я также очищал. И все это вот теперь вот такое красивое и блестящее. Хотя до этого выглядело вот так вот. Но если с внешней реставрацией компонентов мотора и других агрегатов автомобиля все как-то понятно, это все красиво и здорово, конечно, то что делать с внутренней начинкой мотора, такими как алюминиевые головки блока ГБЦ, ну, также алюминиевые блоки, да и сами, собственно говоря, блоки, что из них можно очистить, а что нет, как можно очистить, а главное, чем это все можно очищать и до какой степени. Я уже более полугода как столкнулся с этой технологией аквабластинга и все больше и больше в нее вникаю. Все свои видео, которые посвящены этой теме, я пытаюсь создать для тех, кто может сделать сам такую установку или хочет сделать сам такую установку, и как бы максимально рассказать про нюансы работы с этими установками, с компонентами, потому что этой информации практически нет ни у кого, никто и не делится и не хочет делиться. Я пытаюсь выйти на различных производителей аквабластинговых установок и договориться с ними о рассказе о их установках, о секретах производства их установки. И в скором времени, кстати, все-таки поеду в Минск к ребятам, которые делают один из таких видов оборудования. Так что они обещали очень поделиться своими секретами. Так что подписывайтесь на канал, скоро будет об этом отчет. Ну а сегодня в большей степени я хочу посвятить теме абразива. То есть типы абразива, размер, что, где, почем покупается и для чего, и с каким эффектом это применяется. Так что не переключайтесь, я буду проводить не один эксперимент, и некоторые из них, я думаю, будут очень интересные. Поначалу, как только я купил эту аквабластинговую установку, то по совету ее производителей я взял абразив размером 100-200. 100-200 микрон – это стеклянные шарики. В общем-то, эти шарики применяются в основном в дорожной разметке. Хотя многие, кто просек фишку, они их продают как стеклошарики для аквабластинговых установок. И, соответственно, умножаем цену на 2. Так что в целом объявление ищется по запросу стеклошарики для дорожной разметки. При том, что самое интересное, у этих стеклошариков есть несколько степеней
прозрачности, и от этого зависит их стоимость также, но об этом дальше. Ну так вот, я всегда пользовался размером 100-200, в принципе, никаких проблем это у меня в работе не возникало, пока я не столкнулся с большим количеством чугунных деталей. Все-таки абразив достаточно мелкий, алюминий он очищал очень красиво с эффектом такой полированности, но большие чугунные детали им очищать было достаточно долго. И я взял фракцию побольше. Фракция 100-200 – это вот такая вот мука. Это прям буквально эти шарики, их незаметно. Они реально похожи на обычную муку. Но и фракция 200-300 не намного-то больше. Ну, понятное дело, что больше в 2 раза, чем то. И она уже более-менее ощущается хоть как какой-то песок, но, по крайней мере, не мука. И вот с помощью этой фракции 200-300 уже и более интенсивно я смог очищать чугунные детали. Но сегодня же для всех наших экспериментов я взял достаточно крупную фракцию. Это фракция 600-850. То есть она в 3 раза примерно еще больше, чем наши предыдущие шарики. То есть здесь уже полноценное стекло, которое ощущается, ну, чем-то похоже, наверное, на сахарный песок по своему размеру. Вот уже полноценный, прям держит что-то в руках. Если рядом высыпать муку 100-200, песочек 200-300 и полноценный песок 600-800, то сразу будет видно разница. То есть вот она мука побольше, и вот он сахарный песок. Вот такое вот отличие в размерах этой фракции абразива. Все это сделано из стекла. Ну, так как эти шарики, стеклошарики сделаны для дорожной разметки, то как раз основным их параметром, помимо размера, является вот этот коэффициент светоотражения, то есть насколько они прозрачные. И чем этот шарик более прозрачный, тем большая цена. Все эти шарики продаются в мешках по 25 килограмм, и вот разница между там таким матовым шариком и прозрачным стеклянным шариком, прям как слеза, получается порядка, наверное, там 500 рублей в зависимости от размера фракции. Еще один момент, самое интересное, что продавцы, которые находятся, ну, по крайней мере, в моем городе, в Москве, получилось так. Я обычно заказывал где-то, выбирал объявление подешевле, заказывал с доставкой, и по факту у меня получилась интересная штука, что мешки с доставкой, а их пытаются доставить в армированных в армировке, да, то есть чтобы они не повредились, не рассыпались. Ну вот, соответственно, с доставкой мешок этого абразива выходит в 1,5 раза дороже, чем его купить в наличии здесь у кого-то в Москве. Как я и поступил в последний раз. Купил, просто поехал в наличии. Получилось дешевле. Так что возьмите это себе на заметку тоже. Ну и далее тут самый резонный вопрос. А что можно вообще в двигателе чистить? Аквабластингом, да и вообще какими-то абразивными технологиями. Ну, прежде всего, конечно, пескоструй и аквабластинг, они кардинально отличаются друг от друга одним большим решением. Это то, что аквабластинг – это гидроабразивная очистка. И в отличие от просто абразивной очистки, процесс происходит в аквабластинге через воду. То есть вода является тем демпфером, через который бьет абразив. Но в отличие от пескоструйной обработки, в аквабластинге можно
очищать пластиковые детали. То есть это технология бережной очистки. Вот, например, пластиковая крышка ГБЦ, и она была покрашена. Вот я половину очистил сейчас в установке, половина осталась как была. И, соответственно, видно, что весь пластик сохранился, ни капельки не испортился, даже стал такой бархатисто-матовый, тактильно приятный на ощупь. Вот такой вид очистки, конечно, за такой вид очистки, конечно, аквабасинг и очень ценится, потому что алюминиевые детали не теряют своего размера. То есть можно, в принципе, даже по стеле распредвалов, даже вкладыши, если кто-нибудь когда-нибудь чистил, вот, можно очищать, что, конечно, невозможно другими видами абразивной обработки. Хотя можно лазером, но лазер дорогой. Ну что ж, а теперь я начну экспериментировать. Сначала я солью всю свою старую жидкость с абразивом и засыплю самый крупный абразив. Попробуем в нем чугун, алюминий. Можно долго спорить, что, почистив мотор изнутри и снаружи, он лучше заработает и показывать, какая будет компрессия, но явно, что почистив кольца, которые раскоксуются, да, в результате очистки, это и даст поднятие компрессии, что можно, в принципе, добиться любой раскоксовкой. Ну, а вот действительно, что можно проверить, это насколько изменится вес того же поршня от очистки от него всякой грязи и нагара. То есть я взял вот обычный среднестатистический поршень, сейчас я его замерю, сколько он весит, со всей своей грязью, и потом очищу и посмотрим, сколько он будет весить после этой очистки. Ну, вот сейчас поршень весит 445 грамм и 4 миллиграмма. И пойду его очищать, посмотрим, что получится после очистки. Что же покажет теперь поршень, на котором даже название теперь видно? 444,6, то есть на 1 грамм поршень стал легче. Что скажете, много это или мало 1 грамм с поршня? Учитывая, что он был не такой уже грязный, то есть это в большинстве только небольшой нагар и масляный налет. А бывают поршни с таким нагаром, что и не 1 грамм с него снимется. Так что вот это реальная очистка, которая дает какой-то продуктивный результат. То есть реально уменьшение веса, ну, по крайней мере, возвращение в заводские характеристики. Головку блоков цилиндров я разобрал не полностью. Я вытащил сейчас из нее только те критичные компоненты, которые ни в коем образом нельзя подвергать абразивной обработке. Это вот рокера, потому что внутри у них стоят подшипники игольчатые, из которых потом абразив никаким образом уже никогда в жизни не достанется. Ну и, соответственно, конечно, гидрокомпенсаторы, внутрь которых тоже может попасть абразив, и вымыть его будет оттуда либо невозможно, либо крайне-крайне сложно. Все остальные компоненты, в принципе, очищаемы, и впоследствии я ГБЦ уже разберу полностью и домою ее до блеска.
у всех производителей аквабластингового оборудования, да и у всех продавцов стеклошариков написано, что маленький абразив для бережной очистки, чем крупнее, тем более продуктивнее и более грубая очистка идет. Соответственно, фракции от 100 там, до 800 обычно у всех описано. И вот если 100 это там бережная очистка алюминия, пластмассы, то, соответственно, 800 это чугун и металл. Но что показал мой эксперимент? Так ли это? Можно ли верить этим цифрам? Первая деталь – это впускной коллектор, это лютой алюминий. И, соответственно, каждый раннер я обработал своим типом абразива. То есть первый – это был 100-200, второй – это 200-300, ну и вот этот – это 600-800. В принципе, вот со стороны отличить практически невозможно. Чуть-чуть, наверное, более качественная очистка у мелкого абразива. Но по работе скажу так, что крупный абразив очищал медленнее, чем мелкие абразивы. Мне кажется, это связано с пористой структурой этого литого алюминия, и крупные шарики просто не попадали в эти поры и отскакивали. Но в целом эффект одинаковый. Следующий испытуемый тоже алюминиевая головка блока цилиндров. Первый цилиндр я обработал целиком плоскость 100-200, потом 200-300 и 600-800 абразивом. Ну и последний, в общем-то, не трогал. Он остался в том виде, которым ГБЦ была до этого. В целом здесь, опять-таки, незаметно особой разницы. Если только присмотреться, то на крупном абразиве достаточно плохо почистилась опять-таки вот эта плоскость. Рисунок от прокладки проглядывается, что не скажешь на более мелких абразивах. Но при этом крупный абразив очень хорошо отмыл окна. То есть я особо не старался сейчас отмывать ГБЦ полностью, но вот то, что попадало крупным абразивом в окна, оно достаточно глубоко это все отмыло. По скорости опять крупный и мелкий абразив, наверное, с одной скоростью обрабатывал это все. Не сказал бы, чтобы заметная разница была в обработке. По качеству, да, вот видно все каналы, которые обрабатывались крупным абразивом, они внутри достаточно глубоко очистились. То есть крупный абразив пролетал очень далеко. Но при этом вымывать из этой головки блока цилиндров крупный абразив было очень сложно. То есть мелкий вымывается намного проще. В целом замиксовать абразив можно легко. Купить фракции разного размера, перемешать их между собой, и получится тот же микс, который продается уже перемешанный. Но в любом случае, что бы ни делал, абразив загрязняется, и его приходится чистить. Поэтому система фильтрации была бы, кстати, очень кстати.
Ну, а если вы производитель оборудования для реставрации деталей, как абразивного, так и там, лазерного, неабразивного, пишите, я к вам приеду, если у вас есть чем поделиться, и с радостью сниму про ваше оборудование обзорчик. Ну и самое показательное во всем этом стала алюминиевая труба. Эта алюминиевая труба была изначально вот такая полированная, ну, с царапками, и я ее обрабатывал разными фракциями под разным давлением. То есть вот это вот 100-200, следом видно переход, это 200-300, и следом видно переход, это уже 600-800. То есть сразу видно, где какой фракцией обрабатывал. Вот этот участок я обрабатывал на самом высоком давлении, которое позволяет мой компрессор. Это около 8 атмосфер. А вот этот участок в обратную сторону, если смотреть, также 100-200, 200-300 и 600-800. Это на самом маленьком давлении. То есть это порядка там где-то 4 атмосфер. И видно, что самый мелкий абразив 100-200, он просто отполировал поверхность. То есть она стала полированная. Дальше все более шероховато, и крупный абразив вообще работает как пескоструй. То есть на крупном давлении вообще вот копия пескоструя. Он просто выбил части алюминия. И это показывает, что, например, постели распредвалов УГБЦ мелким абразивом на маленьком давлении можно вообще беспрепятственно обрабатывать, это их только полирнет. А вот на высоком давлении даже мелкий абразив уже может нанести какие-то повреждения постелям. Я до этого не покупал крупный абразив, нужды такой не было, и, в общем-то, экспериментирую с ним первый раз. И я подумал, что очень наглядным примером, конечно, будет очистка такого масштабного чугунного изделия, как сам блок цилиндров. Но очень сильно просчитался. Во-первых, как только я начал его чистить крупным абразивом, да, он начал снимать на хорошем давлении достаточно быстро всю эту ржавчину, но куски этой ржавчины, достаточно большие фракции, они попали в систему, все это перемешалось, попало в мой дренажный насос и его заклинило. То есть в лопасти попали большие куски, и, соответственно, моя система дешевенькой установки, без всякой системы фильтрации, она не справилась с этим. То есть мне пришлось вымывать абразив, засыпать новый, мыть его, засыпать его по новой и продолжать чистить. Ну, то есть, как бы, конечно, крупный абразив на хорошем давлении чугун чистит намного лучше, чем мелкий, но не для этой камеры. То есть сказать, что под чугун надо брать абразив в районе 600-800, размером 600-800, нет, не скажу, потому что все зависит от компрессора, все зависит от камеры, все зависит от аквабластингового пистолета и вообще от всех диаметров шлангов, которые есть в системе. Мои в сумме параметры не позволяют пользоваться таким большим абразивом. То есть я сделал вывод, что вот для такой камеры, как у меня, да, дешевенькой, с небольшим компрессором, мой компрессор выдает где-то там порядка 500-600 литров, для этой системы мне подойдет абразив не более чем 400 микрон. Соответственно, наверное, если
пользоваться аквабластингом с целью очистки деталей, но не с целью нанесения какой-то красоты, то есть полировки или то есть каких-то специальных эффектов, то, наверное, оптимальным было бы взять микс 100-400. Такие продаются, они также продаются в тех же 25-килограммовых мешках и стоят столько же, сколько и любой другой. И, наверное, это было бы оптимально по скорости и по качеству очистки. Если все-таки заниматься какой-то полировкой, финишной подготовкой там, пластика или алюминия, или работать все-таки с деталями двигателя, такими как головки блока цилиндров, то, наверное, надо брать мелкий абразив в районе 100, 100-200, и он лучше вымывается, потому что большой абразив вымыть практически нереально из каналов, то есть это надо будет конкретно заморачиваться, а тот продул, промыл, и он вымылся. Все-таки легкий абразив вымывается легко. Ну и, кстати, я так до сих пор не пользуюсь никаким ингибитором коррозии, поэтому блок сразу же после аквабластинга начал ржаветь. Его пришлось обработать керосинчиком для того, чтобы остановить эту коррозию. И я думаю, что я отправлю его в пескоструй. Это будет один из блоков проекта для 4 турбин. Что с ним будет твориться, смотрите на моем канале. Я думаю, это будет интересно. Тот процесс, который я сегодня показал по очистке компонентов двигателя, он, конечно, не совсем правильный. Я это все делал для того, чтобы протестировать наши разные фракции абразива, а не для того, чтобы правильно очистить ГБЦ тоже. То есть, по-хорошему, и я показывал в предыдущих видео, такие компоненты двигателя надо разбирать полностью, чтобы все каналы были открыты, чтобы все каналы можно было промыть и продуть. Тогда есть какая-то гарантия, что абразив не останется внутри этого узла. И если есть какие-то тупиковые каналы, то их, конечно же, желательно, а то и обязательно загерметизировать, то есть каким-то замазать герметиком, подождать, чтобы он высох, тогда абразив не сможет пробиться в эти каналы. Иначе что? Иначе хана мотору, как многие об этом пишут. Ну, а если есть мозги и руки, то, я думаю, можно сохранить любой узел и реставрировать его, и он будет работать еще долго и качественно. Я надеюсь, что моя серия рассказов про аквабластинг и аквабластинговое оборудование интересна для вас, поэтому подписывайтесь на канал. В дальнейшем я еще планирую все-таки поездку к производителям камеры среднего уровня. Ну, как сказать, у них разные камеры, но вот я хочу посмотреть именно камеры среднего уровня, среднего ценового диапазона и рассказать про них. Ну и, соответственно, максимально попытаться вытянуть из производителей этого оборудования секретики производства этих установок для того, чтобы вы могли повторить это у себя в гараже и сделать своими руками. В процессе эксплуатации, в процессе моих всех этих блогов выясняется много интересных нюансов, которые позволят вам избежать ошибок и траты лишних денег на производство этого оборудования. Ну, а мои же проекты никак не обойдутся без аквабластинга. Теперь я вижу каждый ржавый винтик и бегу его сразу же реставрировать. Ну, вот такая вот теперь мания. Ну, это, наверное, хорошо. Ну, на этом это все. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про мой канал в Telegram. Там находятся сторис, которые обычно в всех соцсетях лежат неделю максимум, а то и день, то в Телеграме они сохраняются надолго. А сторис рассказывают о том, что я делаю между видосами. Не всегда в видео попадает все, что хотелось бы снять и показать. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграм и также не забывайте про мой канал NeoFAQ, в котором я отвечаю видео ответами на ваши комментарии. Так что подписывайтесь на каналы, ставьте лайки, дизлайки. На этом-то все. Всем удачи, всем пока.